BMW GS Adventure. BMW R1000, это 1250 уже. Сейчас скажу, сейчас сформулирую. BMW R1250 GS Adventure. Поворотники, блин, такой отстой. Надо было на такой забавный мотоцикл сделать такие дрянные поворотники. К викшифтеру я уже подпривык. К викшифтеру я уже подпривык, прикольно. По-моему, когда я газовал, он немножко привстал. Но он, насколько я понимаю, любитель привстать. Если перегазовку не включать, то лучше гораздо. Да, он подпрыгивает. Он подпрыгивает, а потом его автоматика обрубает сразу. Но это можно отключить и стантить на нем. Ну, он какой-то приятный, что ли. Не знаю. Вот эта машина, конечно, вообще не в темас. Я тут хотел потестить поворотик. Ну с шестой, конечно, он не так хорошо разгоняется. Тут мы потестим тормоза, а тут мы потестим поворотик. Ну да, хорошо рулится. Да, квикшифтер прикольная хрень. Он мягкий, на нем о дороге париться приходится меньше, чем на этом, чем на эндуро. В нем почти как на квадрате. Его меньшая динамика по сравнению с вишенкой, по-моему, с лихвой компенсируется возможностью валить по любой дороге. Так это ж у него еще... это ж у него еще... Вот теперь динамик. Теперь должно быть круче. Не знаю. Все равно его сносит. Ну, я, конечно, думал, что мне придется со 175 сантиметрами роста гораздо сильнее тянуться. Ай, блин. Прямо в кроссовок. Тупо такая капля огромная прилетела прямо в кроссовок. Вот режим эндуро перешли и перешли.
Не, еще не перешел. Не, эндуро. Подвеска тоже сейчас эндуро должна была перейти. Все, сейчас будет ехать. Ага, хорошо. Все, нас посвятили в эндуро только что. Вот, просто все пишут, типа, вот, там, с ростом 175, 176, 174, тяжело пользоваться, а походу, в принципе, нормально. А, ну да, чувствуется мягкость. Ну да, слушай, это играет роль реально. Ты чувствуешь, что у нас уже не колбасит? А с квикшифтером такой прикол, что если пытаться на нем, когда переключаешься, как на обычном мотоцикле делать, ну там вот движение вот эти миллиметр туда-сюда газ, ну подстраивать обороты типа, то тогда наоборот все плохо работает. А если просто тупо его включать, тогда работает нормально. Единственный момент, что когда газ набираешь, надо... Подожди. А, ну... Ага. Получается, что... Когда надо повышаться, это должен быть набор газа в это время. А когда понижаться надо, тогда вообще пофиг. Ну и включать надо порезче немножко. Прикольная вещь. Написано 5,8. Вот это гениальные ноги. Тут получается резинка и ногу не давит. Но если ты становишься, эта часть вжимается туда на пружинах, и ты уже стоишь на железке и не сползешь. Это очень круто вообще, это вот прикольное ощущение. На гусях, по крайней мере, прошлый, кстати, в ногу грязь летит. Там люди ставят всякие специальные штуки в этой связи. Ну, типа, закидывают ногу сзади. Причем одну. Ну, наверное, это из-за разницы конструкции кофра. У него же кофры разные. Там же в одном кофре труба внутри. И в кофре выемка соответствующая. То есть у него объем другой. Ну, вообще огонь. Вообще ямы не чувствуется. Ну вот, например, почка. Вот яма. Вот еще яма. Просто не чувствуется абсолютно. Видишь, то есть удар чувствуется, но тело не трясет, никуда ничего не происходит. Мне тут очень не нравится переключатель поворота. Нет обратной связи, когда нажал, нет щелчка. Вот когда отключаешь, хотя бы что-то происходит. Тонкий-тонкий такой еле заметный щелчок. А когда нажимаешь поворот, вообще ничего не происходит. Тупо ноль. Непонятно, он включился или нет. Здесь один из самых лучших видов. Такая река именно, волна. S как доллар. Да ты ж.
Обычно у меня все мотоциклы ведут вправо, но этот идет влево. Ну да, он же BMW. Я сегодня услышал, у канала в шлеме, у Ланкары такой диалог там на видео. А на BMW не хочешь поехать? Нет, натурала ответ. Ну да, на BMW Adventure скучно ехать. То едешь весь такой в напряжении, руки забиты, ищешь, как объехать яму. А вот сейчас будет трамплинчик. Вот на этих вообще мозг в позвоночник убегает. А тут едешь, забыл я вообще уже, что там дорогу надо как-то выбирать. Ну, Adventure это версия BMW 1200, 1250 в данном случае, которая с более большим баком, там литров на 10 бак больше, вес больше, кофры, оборудование под повешивание на них. Короче, под железные кофры, в общем. Это Adventure. Это Adventure. То есть они металлические и не крашеные задние рукоятки. Наверное, будут холодные. Может, на них, помнишь, как на квадроцикле вот эти резиновые штуки? Какую-то такую хрень надо надевать. Или хотя бы изолентой обмотать. Ну вот с этим стеклом мне точно дует сильнее верхнюю часть тела. А вот нижняя часть тела, в нее воздух попадает, но уже такой очень-очень разряженный. Ну типа без напора. При этом он не такой горячий, он не нагревается. Ну у него же двигатель, видишь, низко как бы, и он гораздо меньше на ноги нагнетает горячий воздух. И нижней части тела вот сейчас сколько там, ну уже, видишь, уже похолодало, уже плюс 29, а не плюс 30. Ну, плюс 29, короче, нижней части тела комфортно, а верхней части тела дует сильнее, чем на туристе. Тут еще дело в стекле, можно стекло более крупное поставить. Слушай, я только сейчас понял, насколько квикшифтер классная тема. Дзен произошел. Я просто понял, почему многие на тестах плюются на квикшифтер. С ним надо разобраться и приловчиться им пользоваться. Уберу стекло, чуть-чуть проедусь без него. Не совсем еще привык. Вот эта тюнинговая лапка HP, это их типа фирменный тюнинг, она такая отстойная, которая передачи переключает. Как можно было додуматься такую сделать? С нее нога абсолютно соскальзывает, она гладкая, как я не знаю что. Ну типа такой полированный алюминий. Закладывается он прикольно. Поставил режим эндуро. Вот она мягкость. Да вроде все.